Приветствую вас, искатели приключений! В этом видео мы снова отправимся на мой любимый остров Бали. Для меня он по-настоящему магический, ведь видео про него остается самым популярным на моем канале. Я расскажу из своего опыта про жизнь и путешествия в 4 районах острова: Амет, Мундук, Кинтамани и Сидемен. И поделюсь полезными лайфхаками и сумасшедше классными локациями, которые стоит обязательно посетить. Итак, друзья, я покажу шоурум, где я поселился на постоянное место жительства. Это город Амет. Я сарендовал здесь жилье недаром, потому что в пару минутах ходьбы от меня есть океан, где я могу каждый день нырять, а также цена домика очень приятная. Например, за этот домик я плачу около $13 в сутки, но если поторговаться на долгое время, то можно выторговать цену и подешевле. Это вот такие домики, либо деревянные, природные, в таком национальном стиле, либо есть современный домик, который снимаю я. А также, друзья, я хочу вам показать, насколько далеко находится пляж от этого домика. Примерно в 1 минуты ходьбы, что для меня, в принципе, важно, потому что ходить на пляж каждый день со снарягой не очень-то прикольно. Надо там байк или машина. Я же хочу взять снарягу и вот просто прийти на пляж. На что я хочу сделать акцент? То, что Бали — это райское место, все знают. Вот цветочки такие. Но многое на видео невозможно передать. Вот, например, эти цветочки, они очень классно пахнут. Но когда проходит дождь, они прям насыщаются этим ароматом, и ты выходишь на улицу и вдыхаешь их, пыльцу, аромат, запах. Это невероятно классный аромат, как будто, не знаю, побрызгали парфюмами по улице. Но помимо всего этого, это не какое-то, скажем так, заброшенное, забитое село. Здесь есть полностью вся инфраструктура, те же массажи, которые все так любят, балинезийские, те же кафешечки, столовочки для коворкинга с классной балинезийской едой и дешевыми ценами. И инфраструктура по моей теме — это фридайвинг-клубы, дайвинг-клубы, а также все возможные йога-центры, ретриты для занятий спортом, да и спортзалы тоже есть. Итак, будни Амеда у меня начинались следующим образом. Я встречаю рассвет, который неимоверно красивый, особенно в ясную погоду, видно соседний остров Ломбок. Потом я иду нырять, и параллельно со мной в море выходят рыбаки на рыбалку. Здесь можно выезжать на спортивную рыбалку, и я видел, как даже неопытные люди, девушки, которые довольно с такими интересными трофеями выходили на берег. После этой рыбалки я могу купить рыбу у самих рыбаков, либо у людей, которые были на спортивной рыбалке. После можно подойти в любое кафе и приготовить свою рыбу-гриль. Разнообразие рыбы поражает. Махи-махи, барракуда, тунец, бонита, макрель. Все это очень доступно. Например, огромная барракуда стоила, примерно $6. Your bar. Rooftop Sunset. Сейчас мы отдаем рыбу в кафе. Стоимость готовить рыбу-гриль стоит 30 000 за рыбину. Местами она меняется. Так что обращайтесь к этому парню, у него очень качественный гриль и чистая кухня. А самое главное, красивейший вид на весь Амет, на пляж и сансет. Едим барракуду. Свежую, с утреннего улова, с океана. Это божественно. Это просто нечто. Просто топ из топов топ. Помимо огромного разнообразия рыбы-гриль, в Амеде полным-полно современных кафешек наподобие как в Чангу-Семеньяке, где готовят вкуснейшие разнообразные европейские блюда, но при этом цены намного дешевле и практически нету налогов за дополнительное обслуживание. То есть ты видишь цену 50, тебе считают цену 50. Во второй половине дня я занимался удаленной работой. Можно работать с видом на море, океан,
А можно работать с видом на зеленейшие, красивейшие рисовые поля и горы. Количество коворкингов и разнообразных кухонь мира, можно так сказать, зашкаливает. Глаза разбегаются, и ты каждый день можешь пробовать какие-то новые блюда и какие-то новые локации для общения, знакомств и работы. Ну а вечером все село собирается семьями на пляж провести закат с солнцем. Очень интересное действие, они все плавают, и приятно с ними находиться, ты ощущаешь себя частью такой одной большой семьи. Всем весело, хорошее настроение, и все счастливы. Далее вечером открывается много других кафешечек танцевально-развлекательного характера. И хоть Амет это село, здесь очень много разных музыкальных коллективов. Конечно, если мы смотрим на Улувату, либо на Чангу, сюда никогда не приедут звезды уровня Ивана Дорна и ему подобных. Но найти какую-то местную команду из подворотни и оторваться под треки Бон Джови после 2 бутылочек пива – самое оно, то, что нужно в таком месте. И вот, казалось бы, идеальное место для зимовки и работы найдено. Бюджетное, можно заниматься духовными практиками, спортом, удаленной работой. Если очень скучно, можно пойти в какое-нибудь кафе послушать живую музыку. И вот начинается очередной прекрасный день, ты выходишь на улицу, делаешь вдох и... А все пронизано копотью и дымом. Дело в том, что Амет находится далеко от цивилизации, городов Денпасар, Убуд, и здесь мусор никто никуда не вывозит, его просто сжигают. Причем это может быть растительный мусор, так и всякого рода пластик. Сейчас отправляюсь на одно интереснейшее место, популярное на Бали. Это красивый мостик на дереве с видом на вулкан Агунг из села Амет. Поехали! Сейчас заехали в кратер вулкана с видом на другой вулкан Агунг. Называется эта точка Лаханган Свит, и тут находится красивый мостик. Добираться сюда было довольно-таки стрёмно, потому что перепады очень высокие, много находится щебенки, и поэтому ехать нужно крайне осторожно. А сейчас будет огромный подъем наверх. Maybe go by bike? No. Why? Broken. What broken? Let's try, don't worry. Crazy. I can. Of course no, huh? Нет, на этом. Это наш водитель. Я залез на гору вулкана. Здесь такая дымка, чтобы насладиться природой. Но сел аж сюда слышится караоке, мать его, я ненавижу караоке. Достопримечательность этой локации — это небесные ворота. Очень красиво можно сделать фотку типа ворота с выходом в небо. Очень хорошо, что утром я приехал, потому что нет народа, нет очереди, чтобы сфоткаться. Ну что, а это главная локация, мостик с видом на вулкан. Сейчас дымка рассеется и буду фотосеситься. Вот такая красота, видно силуэт, очертания вулкана, и вся эта дымка создает такую невероятную ауру магического леса. Мне очень нравится, очень чувство хорошее. В общем, что-то не очень. Дымка не рассеивается. Вулкан как был фантомным видом, так и остался. Сегодня мы отправляемся в балийскую саванну, покататься на мотобайках, посмотреть, что такое балийская саванна. Их будет даже 2. Там будут горы, приключения, кокосы и дурианы. А также расскажем про все подробности этого путешествия, про билеты, про трудности и вообще стоит ли туда ехать. Why no open? Open a little bit.
саванна, но людям ехать ради этого на Бали я точно не советую. Проездом – да. Тишина великолепная. Так приятно. Ни мотоциклов, ни людей. Только звуки природы. Даже ветра нет. Good morning. А направляемся мы к озеру Батун, но не стандартной дорогой, как обычно все ездят, а с другой стороны заехать хотим. Мы доехали до точки восхождения на гору Териньян. И мы хотели спуститься вниз к озеру, но заехали наверх. Ну, раз мы уже сюда заехали, постараемся сейчас подняться на самую вершину, чтобы увидеть красивейший вид на Батур и на озеро Батур. Scary. And then cloudy. Друзі не хочуть підійматись на гору, хочуть чаю. Чаю и устриц. Пішли на гору. Подъем на вершину занимает 2,5-3,5 часа, поэтому я не хочу подниматься. Я лучше попью чайку внизу, а ты поднимайся сам. Хорошего Ладно, путешествия. я подымусь на дроне. Сам не пойду. И по возвращению с озера дроном я попал в облако. Вот дрон в тумане, набрал воды. Это я уже его протер, сейчас уже такие элементы вытираю. Это очень плохо для дрона. Поэтому мы сегодня летать больше не будем. В общем, спускались к озеру Батур и перегрелись тормоза. Когда я нажимаю тормоз, он просто не нажимается. Вот. Очень легко, то есть он не тормозит. Мы держали путь на открытое кладбище Териньян, где людей хоронили не закапывая в землю, а просто складируя на земле. Вдохновился я этой поездкой, посмотрев фильмы Дмитрия Комарова, но на байке туда добраться было невозможно, даже мы просили местных помочь нам, только на лодке с озера есть заезд в это кладбище. I don't want to go this place. Let's go home. У Амеді дощики це бомба. Дороги розмило, движення перекрило. Можна купатися в дворі, прям басейн. Ой, сегодня невероятный дождь, но слава богу мы в тепле и мы едим. Да? Мы едим, самое ключевое слово. Промокли до ниточки, дождяра, просто размыло дороги. Ужасно. Но мы живы. И это было офигенное приключение. I just want to save my life. I don't care your video. I don't care. Прожив в Амеде в общей сложности где-то месяц, я стал изучать другие районы Бали для поиска своего идеального места для зимовки. И следующим я поехал в район Мундук. Но по дороге в Мундук я заехал на знаменитые рисовые террасы Джатулуих. Проблема в том, что когда ты заезжаешь в эти террасы, тебя уже на старте обдирают. Даже ты еще до них не доехал, за то, что якобы ты заезжаешь на территорию села, с тебя берут деньги, потом берут деньги за сами рисовые террасы, потом хотят взять деньги за то, чтобы летать на дроне. И я поступил хитрым образом, я заехал с другой стороны, не туристической, ночевал в отеле, и потом с отеля прям утром заехал на эти рисовые террасы, тем самым объехал всякие обдираловские блокпосты. Эти рисовые террасы являются самые масштабные, самые красивые на всем острове Бали, занесены в список наследия ЮНЕСКО, и здесь работает более 400 человек, которые до сих пор производят рис. Всем доброе утро. Нахожусь в прекраснейшем ботаническом саду. Рядом лесопилка. Она всю ночь с 7 утра мешала мне спать. И несмотря на то, что здесь красивейшая река, рядом с рекой есть маленький водопадик, вид на горы, и вообще здесь все очень прекрасно. Посмотрите, какая прекрасная территория. Стоит это всего лишь $11 вместе с завтраком на прекрасном острове Бали. Вот посмотрите, какие красоты. Bread and fruit and egg. И ты вот в этой прекрасной тишине просыпаешься от этого.
Ну, а сам домик очень прекрасный. Чтобы вы понимали, для Бали это довольно большая редкость, когда возле домиков есть территория. В основном все дома впритык друг к другу. Кому понравился обзор этой гостишки, вот название. Недалеко от рисовых террас Джиталуих находится культовое место под названием Баян Аксиен 3. Это гигантское дерево фикус возрастом более 700 лет. Оно впечатляет своими воздушными корнями и мистической атмосферой. Супер просто место для фотографий, и вообще я себя чувствовал возле него очень хорошо. Для балийцев оно считается священным. В балийской культуре символизирует связь между миром людей, предков и богов. И часто возле таких деревьев устанавливают храмы, либо небольшие святилища. Сейчас едем исследовать дуриановую ферму. Большинство дуриановых ферм находится в районе села Мундук. Также там большое количество водопадов, и вообще туда классно приезжать на выходные. Для экспатской жизни Мундук не сильно подходит, потому что он относительно холодный, и здесь не так уж и много всяких удобств для того, чтобы жить здесь постоянно или на зимовку. Но есть одно классное место, называется Elevate, ради которого точно стоит сюда приехать. Это огромнейшее кафе на вершине горы с панорамными видами с бассейнов на великолепнейшие закаты. Место однозначно must have, рекомендую. Скуповуємо дуріани оптом. Okay. Oh, good tone, the best in Indonesia. I will try. Some people say smell, for me no smell. I can smell. Oh, I love this smell. Amazing. It's like cheesecake, but 10 times cooler. Также по дороге в район Мундук находится огромнейшее количество великолепных озер, вдоль которых можно гулять, либо просто наблюдать за ними сверху, попивая чашечку чая. А проехавшись вверх от озер Мундука, можно попасть на самые красивые водопады острова Бали. Это Секумпул и водопад Фиджи. Добраться туда непросто. Там орудует водопадная мафия, куча блокпостов, где тебе хотят навязать услуги ненужного тебе гида. И как я обошел всех этих гидов, я просто ночевал возле этих водопадов в отеле, и отель дал мне типа кросс-пас, и я за 30 тысяч спокойно себе зашел на эти водопады, прогулялся вниз, пофоткался, налетался на дроне, и никто мне ничего не говорил. Вот такой лайфхак. После самых красивых водопадов я отправился к самому мощному водопаду под названием Нун-Нун. Он находится и спрятан глубоко-глубоко в джунглях, и чтобы к нему спуститься, нужно проделать нелегкий путь 460 ступенек. Но это самый инстаграмный, самый фотогигиеничный, самый запущенный водопад на Бали. И если вы хотите сделать эффектную фотосессию, то вам точно нужно сюда. Далее исследовать для экспатской жизни и зимовки я отправился в район Кинтамани. Дорога была через сказочный, мистический, красивый хвойный лес, и кто устал от тропиков, может здесь перезарядиться и вспомнить наши елочки. Но в целом Кинтамани оказался самый неблагоприятный район для зимовки. Во-первых, потому что он самый холодный, холоднее, чем Мундук. Второе, не развита инфраструктура для ежедневного приема пищи, либо ежедневной работы. И третье, огромное количество мух, которые постоянно везде мешают, раздражают, залетают в глаза и так дальше. Ну и если в Амеде, Мундуке и Сидомене я мог снять какое-то жилье за 12-10 долларов в сутки, довольно достойное с бассейном, то в Кинтамане это скорее будет какой-то глэмпинг, полупалатка, практически живешь на улице.
А если снимать нормальное жилье, то это уже будет прайс X2, X3. Поэтому Кинтамани я рассматриваю как локация выходного дня и рекомендую посетить Джембатан, Кунинг, Дихутан, Пинус. Очень классная оборудованная площадка, где хвойные мистические леса переплетаются с банановыми посадками. Там все оборудовано, можно заказать кофеек, чаек. В общем, прогулка будет великолепная. Я нахожусь в самом знаменитом селе острова Бали под названием Пенгли-Пуран Виллидж. Знаменито оно в первую очередь своей неимоверной чистотой, где чистота этого села возведена в ранг искусства. Также оно известно своей променад-аллеей длиннющей, и вдоль этой променад-аллеи выстроены строго в линию дома. Они настолько строго выстроены, что как будто это село проектировала какая-то современная архитектурная мануфактура. Здесь даже листья с деревьев падают под углом 90 градусов, чтобы не нарушать идиллию этого строгого архитектурного решения. Мне очень нравится это село, оно действительно такое аутентичное. Конечно, оно затуристизировано, можно в каждый дом зайти, посмотреть, что-то пощупать, насладиться их бытом, но в то же время здесь очень много народу, школьников, они что-то все махают, фотографируются, и это создает такую атмосферу толпы. Хотя толпа из школьниц довольно-таки приятное зрелище. А также здесь находится нетронутый бамбуковый лес и кладбище падших защитников острова Бали, благодаря которым была защищена культура и традиции этого острова. Это село оставило у меня самые приятные впечатления, и я был удивлен, что первый раз, когда я приезжал на Бали и путешествовал 2 месяца, я его не посетил. Его нужно посетить обязательно каждому туристу. А также приятным бонусом к этому селу является бамбуковый лес. Гулять по нему сплошное удовольствие, много проделанных специальных дорожек, приятная тень, приятная зелень от бамбука. Мне очень понравилось. Еще одной интереснейшей локацией является храм Гунунг-Кави. Это потрясающий древний храм на Бали, которому уже более 1000 лет. Его уникальность состоит в том, что он буквально высечен из отвесных скал посреди джунглей. Вокруг храма раскинулись живописные рисовые террасы, создающие спокойствие и гармонию. Гунунг-Кави часто называют Балийской долиной царей, потому что здесь находятся древние каменные гробницы балийских королей. Ну и последний район Бали в этом обзоре – это район Сидемен. Славится он в первую очередь своими бамбуковыми виллами, с которых открывается невероятный вид на рисовые террасы. Большинство вилл имеют панорамные бассейны, чтобы фотографироваться для инстафоточек, либо какие-то прикольные конструкции, чтобы делать невероятные вирусные видео, инстаграмные вирусные фото. Я заселился в одном из таких домиков, чтобы пережить этот опыт. Город под названием Седаман, и сейчас я вам покажу, какой номер я снял всего лишь за $13. Так, друзья, смотрим. Вот такой огромнейший номер, 35 квадратных метров. Здесь есть кровать, шкафчик, все, что нужно для полноценного отдыха, столик для работы и огромнейший, просто гигантский балкон. А вид здесь на рисовые террасы. Главное развлечение в районе Сидемен – это как раз релаксация и воссоединение с природой. Люди занимаются хайкингом вдоль этих террас. Каких-то модных клубов, баров, ресторанов здесь очень и очень мало, есть небольшой участочек, но в основном при каждой такой массивной большой вилле есть своя столовая, там где много фотогеничных локаций. Маленькие же бамбуковые виллы практически не имеют надлежащей инфраструктуры,
и приходится ездить в соседние виллы для того, чтобы завтракать и обедать. Моя вилла, например, содержала и бассейн, и кухню, но каждый день есть мне в ней надоедало, и я ездил в соседние виллы и заказывал блюда там. Кстати, не знаю почему, но вот в Си-домене самые большие налоги, 10% сервисный сбор и 10% налоги. И до каких-то супермаркетов здесь действительно очень и очень далеко. Как и район Кинтамани, так и район Мундук, Си-домен годится разве что для релаксации выходного дня и для сельского туризма. Здесь можно жить постоянно, если ты какой-то тренер и занимаешься какими-то ретритами, випассанами, и к тебе приезжают клиенты непосредственно на практикумы. Но для меня эта вилла и Си-домен оказалась сильно оторванной от решения повседневных задач. Вот такой, друзья, очень крутой номер. Тут еще есть бассейн, но самое главное, это соседи находятся относительно далеко. Если брать такие районы, как Убуд и тому подобное, там все дома впритык, типа таунхаус. Ну и главная проблема, как по мне, Бали, это они жгут костры, они не вывозят мусор. Но смотрите, даже если вы снимете виллу за 100 баксов, вот она напротив, это никак не спасет вас от того, что рядом какая-нибудь стройка с резанием плитки. Итак, друзья, вот я и закончил обзор районов Бали для зимовки, а также их достопримечательностей. В первом видео я вам показал Чангу, Семеньяк, Куту, а также Убуд. В этом видео я вас познакомил с Амедом, Мундуком, Кинтамани и Си-доменом. И будет, наверное, вопросы в комментариях, а какой же все-таки я выбрал район для жизни, для зимовки. Не поверите, это район Нуса-Пенида. Вот вид на вулкан Агунг, джунгли, великолепный пролив с бирюзовой водой. И об этом в следующем моем видео. Ставьте лайки, если понравилось. Ярких вам путешествий!